Налет 700 террористов на РФ. Власти в панике принимают срочные меры и вводят ограничения. Такого в Кремле точно не ожидали. США ударили по сухопутным войскам Москвы. Военные развернули оружие, россияне начали стрелять по своим, офицеры массово скрываются. Война в тупике. Официально раскрыта новая срочная цель РФ. Это коснется каждого украинца. Но без ответа не останется, прилетит и еще жестче. Настоящая катастрофа. Беларусь отправляет войска за границу. Немедленная погрузка в самолеты, передислокация, заявление о боях, об этих и других событиях к вечеру 4 августа. Вторник в разгаре, а вместе с ними поток горячих новостей. Все, что нельзя пропустить прямо сейчас. Все, логистика здесь померла. И такие ролики этой ночью народные репортеры снимали по всей России. Украина жгла тылы разом от Подмосковья до Петербурга, а адрес у пожаров знакомый. Сейчас меня еще увезут. Смотри, людей бы снимал отсюда. Под Петербургом в Красном Бару выгорел гигантский хаб Wildberries, 154 тысячи квадратных метров, один из крупнейших на всем северо-западе. Там помещалось более 57 миллионов единиц товара. Украина удар подтвердила, по данным Firepoint, работали дроны «Камикадзе». Через эти склады, как утверждают, шли товары военного и двойного назначения. Жарко, слышишь? Просто блок. В Подмосковье вышло страшнее. В Чехове дроны ударили по промзоне, вспыхнули склады и электроподстанция. Погибли 5 человек, до 10 ранены. По кадрам, что разобрала Астра, целью снова стал склад Wildberries. А еще горели склад под Тверью. Сызранский нефтезавод в Самарской области, Кстово в Нижегородской, гремело также в оккупированном Бердянске. Но самое интересное уже не это, НПЗ уже не спасти. Знаете, как Москва решила спасать свои склады? Не тушить, а перенести. Казахстан. В российском МИД уже официально объясняют. Интеграция маркетплейсов Wildberries строит в Казахстане 260 тысяч квадратов. И вообще все это задумывали давно. Дроны тут ни при чем. Ну-ну. Ебать, да ну на... А цифры тем временем хоронят российскую логистику по-настоящему. С 18 июля под удар попали уже за 20 складов. Повреждено от 17 до 27% всех площадей маркетплейса. Почти 1,5 миллиона квадратных метров. Представьте себе, больше 200 футбольных полей, превращенных в пепел. И это только Wildberries. Нефтянке достается не меньше. По данным Bloomberg, за июль рекордные 30 атак и переработка нефти в России рухнула до минимума аж с 2002 года. 25 лет почти такого дна не видели. Нервы у российских военных все чаще не выдерживают, и оружие разворачивается против своих. Этой ночью в оккупированном Севастополе военный открыл огонь по сослуживцам. Одного убил, одного ранил и с автоматом скрылся в лесу, а целые села до утра не спали, боясь высунуться на улицу. Позже стрелок вышел к людям и в селе Хмельницком принялся палить по прохожим. Убил 3 мирных жителей, еще 3 ранил. Всего 4 погибших. Стрелка задержали, по данным телеграм-каналов. Это 21-летний безработный, приехавший на службу из Саратовской области. Мотивы пока неизвестны. А напуганные российские силовики уже так, что доходит до анекдотов. Минобороны разослала военным инструкцию, как не стать жертвой покушения. Офицерам советуют менять внешность, носить очки, отращивать бороду, сменять прическу, бросить личный автомобиль. А если нет, то перед каждой поездкой проверять его на взрывчатку под днищем. Заодно не принимать посылки, не ездить в лифте с чужими и обзавестись шокером. Военные в шоке, наверное. Но повод есть. Кириллов, Москалик, Сарваров, Давыдов не дадут соврать. 4 генералов подорваны в Москве и Подмосковье всего за 1,5 года. Еще в одного стреляли. А 1 августа в московском ресторане на Баррикадной грохнуло там, где, по данным телеграм-каналов, отмечал день рождения глава воздушно-космических сил Чайко. И, кстати, официально они так и не осмелились подтвердить этот позор. Ведь раз уже генералов достают в самом центре Москвы, значит, безопасного тыла у них больше нигде нет. Впрочем, охота идет в обе стороны. Россия точно так же метит в украинских военных, только методы коварнее. СБУ заявляет, что с начала 2026 года предотвратила уже более 50 покушений. Приманка стара как мир. Агенты знакомятся с военными в интернете под фальшивыми женскими профилями и заманивают на свидание. А на месте жертву ждет взрывчатка, нож или яд. Одному бойцу девушка прислала бутылку с напитком, куда подмешала смертельную дозу метадона. Другого выманили в промзону Запорожья, где из-за спины набросился киллер с ножом. Оба выжили.
Так что «Шерше ля фам», ищите женщину, в этой войне обретает совсем зловещий смысл. Мужчина в панике мечется по рынку, прячется за машиной, а сверху за ним, как за добычей, кружит российский дрон. Это не кадры из фильма, это Херсон среди бела дня, и охотится здесь на живого человека, 52-летнего продавца фруктов. Дрон долго выслеживал его и все-таки ударил. Мужчина чудом выжил. Взрывная травма, осколочное ранение, контузия. Бил FPV-дрон на оптоволокне. Именно такие спокойно обходят защитные сети, на что херсонцы жалуются уже давно. И это система. Который месяц россияне устраивают в городе то, что сами украинцы называют человеческим сафари. Целенаправленно охотятся дронами на безоружных. Продавец фруктов не солдат, просто человек у прилавка, но его уже успели записать в пособники ВСУ. Впрочем, для страны-агрессора мишень в Украине теперь каждый. Волонтер Сергей Стерненко в ответ объявил награду за ликвидацию причастных к этой охоте на людей. А в Сумах этой ночью из-под завалов частного дома доставали тела двух девочек 5 и 10 лет. Вместе с ними погибла пожилая женщина. По жилым кварталам Россия ударила управляемыми авиабомбами. Зеленский сравнивал их с ковровыми бомбардировками времен Второй мировой. И бьют так по Сумам не впервые. Только за последнюю неделю прилетало несколько раз. Среди раненых были и дети. Настоящее лицо страны-агрессора не фронт и окопы, а убитые дети под обломками родного дома. А новая мишень России – украинская вода. Как заявил в интервью политику министр энергетики Денис Шмыгаль, если прошлой зимой Россия била по свету и теплу, то теперь Кремль может взяться за водоснабжение и канализацию, пытаясь устроить в стране гуманитарную катастрофу. Логика циничная. Без воды человек не протянет и 3 дней. При этом в Киеве уверены, что ломается все-таки Россия. Удары по ее нефтезаводам и санкции, надеется Шмыгаль, заставят Путина остановить войну уже этой осенью. Это как 12-й раунд, и каждый боксер ждет, что первым упадет соперник, сказал министр. А глава офиса украинского президента Буданов и вовсе считает, что стратегически война для России давно зашла в тупик, и принуждать ее к миру Украина будет и дальше. Главное – результат. Не так важно, как зайти в этот процесс. Гораздо важнее, с чем мы из него выйдем. Звучит как сводка с фронта. В России выявили более 700 террористов и экстремистов. Вот только все они – дети. С начала войны в реестр Росфинмониторинга внеслись 754 подростка. Теперь каждый 12-й в списке несовершеннолетний. Свежий рекорд. 14-летний Виктор Калинин из Петербурга – самый молодой террорист страны. Его, судя по всему, задержали за поджог релейного шкафа на железной дороге и обвиняют теракт до 20 лет тюрьмы. Все потому, что после 22-го поджоги шкафов и военкоматов начали массово записывать в диверсии, а отвечать по этим статьям можно уже с 14 лет. Вот государство и нашло себе врагов среди подростков. «Надежда». Так называлось судно, что везло из Турции овощи и фрукты, когда у Новороссийска на него разом набросились 7 дронов. Пожар, 4 раненых моряков, но одной надеждой дело не закончилось. Черное море становится для России ловушкой. Раньше украинские дроны и катера били по танкерам с нефтью и кораблям с зерном, а теперь взялись из-за контейнеровозы, то есть за обычные товары, которые везут в страну. А ведь через Новороссийск шла каждая 5-я тонна всего, что Россия отправляет морем, и почти треть товаров из Китая. Теперь кораблей сюда заходит почти на 40% меньше, а танкеров вдвое. Получается, один из главных морских портов России потихоньку закрывается. Желающих идти под удар все меньше. К слову о другой Надежде, а точнее о Надеждине. Оппозиционный политик Борис Надеждин, тот самый, что в 24-м рвался в президенты на антивоенной платформе, на фоне Эйфелевой башни объявил, что покинул РФ. Ранее его записали в иностранные агенты и оштрафовали за фото Навального. Короче говоря, в России поубавилось не только одежды на Wildberries, но и надежды. А как же дух Анкориджа и большая дружба с Трампом? Пока Кремль о ней ностальгирует, США взяли, да и ввели новые санкции против сухопутных войск РФ и сразу нескольких структур ее Миноборон. Причем повод показательный – нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения, связки с Ираном, Северной Кореей и Сирией. Вот такие, знаете ли, теплые отношения. Оказывается, по Украине якобы едва не ударила еще одна страна – Иран. Как заявил высокопоставленный иранский чиновник Махсен Резаи, Тегеран уже готовил удары по 3 объектам в Украине в отместку за атаку Киева на иранское судно, но в последний момент передумал. Они сами связались с нами и сказали, это была ошибка, мы ошиблись. Погрозить пальцем Резаи все же не забыл. Они должны заплатить.
То ли и правда чуть не влезли в новую войну, то ли просто грозно надули щеки. А в России рождается новая реликвия. Тот самый мяч, который Путин на детском конкурсе в Красноярске неуклюже пнул, теперь отправят в музей, как память об этой легендарной встрече. Осталось дождаться, когда патриарх Кирилл объявит его священным, и к мячу выстроится очередь, прикоснуться и исцелиться, например, от умственной отсталости. И пока Путин рассказывал детям о победе на пляже под Геленджиком, гибли дети. В Архипо-Осиповке дрон рухнул прямо на пляж с отдыхающими, 7 погибших, среди них 3 детей, 58 человек ранены. Причем, судя по видео, где перед падением слышна стрельба, беспилотник, возможно, сбила сама российская ПВО, прикрывая находящийся неподалеку объект. Людей с пляжа при этом эвакуировать никто не потрудился. Сирен, по словам очевидцев, они так и не услышали. Неожиданное заявление от Валерия Залужного, экс-главкома ВСУ, а ныне посла Украины в Британии. Он прямо заявил: Украина в НАТО никогда не вступит. 12 лет, по его словам, он лично внедрял натовские стандарты и все это время слушал сказки о скором членстве. Правда, Залужный тут же перевернул мысль. Проблема, мол, не в Украине, а в самом Альянсе, который живет доктринами Второй мировой. А Киеву вместо этого нужно делать ставку на новые европейские оборонные союзы. Белорусский спецназ грузится в военные самолеты и берет курс за пределы страны. Ил-76, боевые подразделения, разведка, поиск и уничтожение вооруженных формирований. Звучит тревожно, особенно на фоне войны под боком. Вот только летят бойцы не на фронт, а в Казахстан на совместное учение с говорящим названием «Вершина Братства-2026». С 3 по 9 августа белорусский спецназ вместе с казахстанскими десантниками будет отрабатывать бой в горно-пустынной местности. Минобороны уверяет, задачи сугубо антитеррористические, а признаков того, что кого-то и вправду бросят в реальный бой, нет. Ну а на этом пока все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь и до встречи уже утром.